В далеком 2001 году я закончил учебу в нашей сельской школе и поступил в автодорожный техникум, который находился в небольшом провинциальном городке в 50 километрах от нашего села. Так как ездить каждый день на учебу было не совсем удобно и финансово накладно, то родные сняли мне жилье в этом городке. Выбор жилья был невелик, и я с родителями пересмотрели почти целый ряд квартир. Но, к сожалению, ничего достойного за приемлемую цену так и не нашли. Когда мы уже отчаялись найти что-либо подходящее, то увидели в газете одно неприметное объявление, в котором предлагалась комната в частном доме по очень доступной цене. Единственным условием была необходимость помощи в уходе за пожилой хозяйкой этого дома. Мы с родными не стали предварительно звонить и сразу рванули по указанному адресу. Располагался этот домик в частном секторе, в 15 минутах езды на трамвае от моего техникума. По приезду нас встретила приятная молодая девушка. Она представилась внучкой хозяйки, звали ее Дашей. Она показала нам жилье. Дом был поделен напополам и имел два входа. В одной половине жила хозяйка, а другая половина сдавалась. Даша рассказала, что много лет назад бабуля развелась со своим мужем. В процессе развода они поделили дом пополам, и в этой половине жил ее покойный муж. После смерти мужа прошло много лет, бабуля состарилась. А вся родня, в том числе и Даша, живут в областном центре и могут приехать только на выходные. Вот они и решили найти молодого студента или студентку для ухода за бабулей, поэтому и цену на жилье сделали приемлемой. Даша сразу мне понравилась, и где-то в глубине моей души появилась надежда на то, что она может быть моей девушкой. И я думаю, это чувство повлияло в пользу выбора данного жилья. Посмотрев жилье, мы пошли знакомиться с бабушкой. Мы зашли в ее половину. В комнате был полумрак, что немного насторожило меня. А также присутствовал некий неприятный запах, от которого меня чуть не стошнило. Но я делал вид, что все хорошо. В углу комнаты стояла кровать, на которой, повернувшись к нам спиной и укрывшись одеялом, лежала пожилая женщина. Зайдя в комнату, Даша громко сказала: «Знакомься, бабуля, это твой новый жилец, Андрей и его родители». Услышав обращение Даши, с громким скрипом кровати она начала поворачиваться. Когда я увидел ее лицо, мурашки пробежали по моему телу. Лицо бабки было очень морщинистым, глаза такие маленькие, а также что-то было с ее прикусом, так как из ее рта выглядывал небольшой клык, а венчал всю эту красоту огромный горбатый нос. Мне показалось, что это реальная Баба-Яга только в наше время. Повернувшись к нам, бабка сказала: «Так, кто это к нам пожаловал?» Я громко сказал: «Меня зовут Андрей, я студент первого курса автодорожного техникума, я планирую жить у вас и помогать вам по дому». «А я Зинаида Павловна, можно просто баба Зина. А чё ты такой щупленький-то, а? Тебя что, дома не кормили?» «Да нормальный я, при своем росте имею здоровый вес». «Дашенька, а ну напомни мне, как его зовут, а то я уже забыла». «Андрей», — громко сказала Даша. «Так вот, Андрюшенька, знаешь, что в жизни главное? Это правильное и своевременное питание. Я этим пренебрегала и получила за это на старости лет сахарный диабет. Теперь мне надо кушать часто и понемножку. А также у меня имеются проблемы с памятью. Я могу не помнить, что делала вчера, и часто забываю выключать электроприборы. Поэтому это теперь твоя забота». «Да не вопрос, я согласен вам помогать во всех ваших потребностях». «Ну тогда и не против. Даша, расскажи Андрюше о всех нюансах моего питания и ухода, и пусть заселяется. А мне надо поспать», — сказала бабка и с громким скрипом начала поворачиваться на кровати к стене.
После этого мы вышли из дома во двор. Когда мы вышли, Даша сказала: «Вы извините, если бабуля вас смутила, она вполне нормальная. Мы приезжаем к ней каждое воскресенье и привозим продуктов на неделю. Она сама себе готовит есть, но бывает просит ей помочь. Андрей, я думаю, вы справитесь. Так что добро пожаловать». «Извините, Даша, а что это за дверь в моей комнате?» «Эта дверь ведет в комнату бабули, но она заблокирована, поэтому вход к бабуле отдельный, с улицы. Запишите мой номер телефона, если появятся вопросы или будет какой-то неординарный случай с бабулей, то смело набирайте меня, и я помогу, чем смогу». Закончила Даша, и мы начали заносить вещи в комнату. После этого мои родители и Даша уехали, а я остался в комнате один. Я сразу отправился в поисках ближайшего магазина для того, чтобы закупить продуктов. Мне повезло, и в паре сотен метров я его нашел. Скупившись, я потихонечку пошел домой. В глубине моей души поселились грусть и страх. Мне было тоскливо без моих родных и дома, а также чем-то настораживала эта старуха. По дороге я пытался успокоить сам себя. Ну, бабка как бабка, чего его бояться? У меня свой вход, а та дверь заблокирована, и никто ко мне не войдет, так что нечего переживать. Придя домой, я начал готовить себе ужин. Чтобы долго не возиться, я решил приготовить яичницу и отварить сардельку. А на десерт я решил попить чайка с печеньком. Так я и сделал. Поужинав, я прилег на кровать и начал мечтать. Я представлял себе, что я найду себе в этом городе работу и параллельно учебе буду подрабатывать. У меня появятся дополнительные средства, а также некогда будет грустить. Мечтая, я не заметил, как заснул. Мне снился сон. Как будто я лежу на кровати в моей комнате, а ко мне подходит эта бабка и противным голосом говорит: «Андрюшенька, я очень хочу кушать, накорми меня!» Лицо у бабки было очень страшное, глаза горели каким-то страшным синим светом. Повторяя эти слова, она начала тянуть ко мне руки, при этом я не мог пошевелиться, так как был полностью обездвижен. В холодном поту я проснулся, на часах было 5 утра. Я долго провалялся в кровати в размышлениях. Что-то в глубине моей души подсказывало, что надо менять место жительства. Но я отогнал эти мысли. Встал, умылся, перекусил и пошел на учебу. Мне повезло с группой, и я познакомился со всеми ребятами. Учебный день пролетел незаметно, и я поехал в свое жилье. Один мой сокурсник, Коля, жил от меня неподалеку, и мы договорились вечером встретиться. По приезду домой я решил зайти к бабке Зине для того, чтобы поинтересоваться, что ей необходимо. Предварительно постучав, я зашел к ней в комнату. Зайдя внутрь, я ощутил страшную вонь, похожую на трупный запах. Вокруг был полумрак. В центре комнаты на своем кресле сидела баба Зина и смотрела на меня. У нее был очень тяжелый взгляд, она как будто пронизывала меня им. Увидев меня, она сказала: «Ты кто и зачем сюда пришел?» «Зинаида Павловна, это я, ваш постоялец Андрей». «Не знаю тебя, убирайся отсюда!» «Если вы не верите, то наберите Дашу, она подтвердит это». «Тебе надо, вот ты и набирай!» Продолжила грубо говорить бабка. Я набрал Дашу и рассказал ей все. Она попросила дать трубку бабке, но я не стал этого делать, а включил громкую связь. Даша подтвердила, что я новый постоялец, и бабка успокоилась. «Ты извини, Андрюшенька, я теряю память, поэтому перестраховываюсь». «Да ладно, ничего страшного. Чем я могу вам помочь?» «Разогрей мне поесть. Там в холодильнике борщ и кровянка. Кровь, она очень полезна и поддерживает мой гемоглобин, поэтому я очень ее люблю. А также я иногда люблю пожевать сырое мяско. Я не знаю почему, но это мне очень нравится. Моя внучка Даша считает это отклонением, но иногда мне привозят мясо, и я жую». От услышанного текста, с учетом этого вонючего запаха, меня чуть не стошнило.
но я сдержался. Я открыл холодильник и взял кастрюлю с борщом. Насыпал бабке в тарелку и поставил разогревать микроволновую печь. Потом я достал колбасу, порезал ее на тарелку и дал бабке. К моему удивлению, бабка все мгновенно смела. Борщ и колбаса растворились буквально в ней. Зинаида Павловна, чем могу быть еще вам полезен? Ты обязательно будешь мне полезен, но чуть позже, пока иди к себе. Я тебя сама позову, когда мне будет нужно, сказала бабка, а я пошел к себе. Зайдя в свою комнату, мне было, мягко сказать, неуютно. Я сел и задумался. Блин, как меня раздражает эта бабка. Но деваться некуда. Я обязательно должен найти работу, чтобы найти себе более приемлемое жилье. А сейчас перекушу и пойду гулять. А позже наберу Колю. Так и вышло. Я без особого аппетита поел и рванул на улицу, так как просто не мог находиться в этом доме. Встретившись с Колей, я поделился своими размышлениями, на что Коля сказал: «Слышь, Андрюха, а какой адрес у тебя и как зовут бабку?» Я назвал ему свой адрес и сказал, что бабку зовут Зинаида Павловна. На что Коля мне ответил: «Не хочу тебя расстраивать, мой друг, но твое жилье, мягко сказать, несчастливое, и тебе надо валить оттуда». «А что такое? Что там произошло?» Возбужденно поинтересовался я. Короче, у этой бабки был муж, и он очень любил выпить. Когда он был пьяным, он становился буйным и гонял бабку. И вот однажды, когда в очередной раз он принял на грудь и пошел к ней ругаться, то во время ссоры баба Зина ударила по голове его гвоздодером и убила его. Находясь в состоянии эффекта, она изувечила все его тело до неузнаваемости. В итоге хоронили его в закрытом гробу. Бабу Зину оправдали соседи, которые слышали все их ссоры. Также соседи сообщили в суде, что баба Зина носила многочисленные побои. В итоге суд переквалифицировал убийство как самооборону и оправдал ее. После этого события у бабы Зины поехала крыша, и она некоторое время находилась на лечении в местной психиатрии. А позже к этому добавился сахарный диабет и частичная амнезия. Родственники, чтобы обеспечить за ней уход, начали искать ей квартирантов, но никто не задерживался там более недели, потому что бабка просто выносила мозг. Ты представь, однажды ночью она ломилась в комнату к постояльцам, после чего те съехали, и потом долгое время у нее никто не жил. Так что такие дела, Андрюха, вали ты оттуда. После услышанного я громко выдохнул и опустил голову. Я был в растерянности и не знал, что мне теперь делать, так как идти домой я совсем не хотел. Увидев это, Коля сказал: «Андрюха, давай я поговорю со своими родителями насчет того, чтобы ты переехал на некоторое время к нам, пока не найдешь работу». «Спасибо, Колян, но, наверное, пока не стоит. Я как-то протяну до того времени, пока найду работу, и при первой возможности свалю оттуда». После прогулки я пошел к себе домой. Я старался не думать о том, что мне рассказал Коля, но разные мысли крутились у меня в голове. А вдруг она и ко мне начнет ломиться, что я буду тогда делать? Задавал себе я вопросы. А что буду делать? Наверное, пошлю ее в жопу и отморожусь. Это же всего лишь больная бабка, а я молодой парень. Чего мне бояться? Сам успокаивал себя я. Придя домой, я заметил, что в окнах бабы Зины темно. Фух, наверное, она спит. Подумал я и пошел к себе. Я зашел в комнату, заварил чайку, включил на телефоне радиоприемник и стал его слушать. По радио была интересная передача за автомобили, и на момент я полностью отвлекся и забыл про все свои проблемы. Попив чайку, я потушил свет и прилег на кровати. В приемнике диктор что-то рассказывал, что еще больше меня вгоняло в сон. Я заснул. Проснулся я от страшного крика, который доносился со стороны комнаты бабы Зины. На часах было 1:00 ночи. Она кричала: «Я хочу есть! Срочно дай мне есть! Умираю!»
Я выскочил со своей комнаты на улицу и погнал к бабе Зине. Дернул дверь, она была не заперта. Войдя внутрь, я увидел, что баба Зина стоит посреди комнаты, с закрытыми глазами и вытянутыми руками и кричит. Я ей сказал в ответ: «Баб Зин, не кричите, сейчас я вам все дам, только успокойтесь, пожалуйста». Ты кто такой? Как ты сюда попал? Опять за старое взялась, подумал я. Но деваться было некуда. Сдерживая себя, я ответил: «Зинаида Павловна, меня зовут Андрей, я ваш постоялец, а также я хочу вам помочь и сейчас накормлю вас». Бабка немного успокоилась и присела на кресло. Присев, она сказала: Дай мне мясо. Хочу сырого мяса. «А где я вам его возьму?» У меня под кроватью есть миска. В ней сырое мясо. Я не ставлю его в холодильник, так как я люблю, чтобы оно немножко было подпорченным. Вот тогда я понял, что так воняет. Я нагнулся под ее кровать, вытащил миску и подал ее бабе Зине. Она открыла ее. Внутри миски были куски пропавшего заплесневелого мяса. Бабка взяла один кусок и с аппетитом начала его обсасывать. И с таким удовольствием, что звук стоял на всю комнату. От увиденного я не выдержал и вырвал прямо на пол. Бабка ничего не заметила, продолжала трапезничать. Я взял в углу комнаты веник и совок, смел свои рвотные массы и вынес их на улицу. Вернувшись в комнату, я поставил на место совок и веник и быстро ушел к себе. Зайдя в комнату, меня дико тошнило. Я посмотрел на часы, они показывали 1:30. Я потушил свет, лег на кровати и закрыл глаза в попытках заснуть. Но сон никак не приходил. Успокаивая себя своими мечтами на будущее, я медленно погружался в долгожданный крепкий сон. Утром я не стал завтракать и сразу погнал на учебу. Встретившись с Колей, я все рассказал ему. После услышанного Коля сообщил, что переговорил с родителями по поводу меня, и они не против, чтобы я переехал к ним. Он предложил сразу после учебы поехать ко мне, забрать мои вещи и перевезти меня к ним. На что я поблагодарил его и сказал, что эту недельку я еще поживу, и если такое повторится, то сразу перееду к ним. На том и порешали. После учебы ко мне вернулся аппетит. Я перекусил хот-догом в местном фастфуде. Да, не мамкин борщ, но хоть что-то, подумал я. После перекуса я пошел на местную продуктовую базу, где поинтересовался о наличии работы грузчика. Начальник базы поинтересовался, сколько мне лет. Я ответил, что сейчас мне полных 17, но через месяц я стану совершеннолетним. На что он рекомендовал мне приходить через месяц, потому как не хочет неприятностей с полицией. В расстроенных чувствах я пошел домой. Внутри себя я рассуждал. Но почему он не взял меня на работу? Ну нет мне 18 пока. Зато сил полно, да и в случае прихода полиции я мог бы спрятаться. Эх, как я не додумался. Надо было предложить ему труд дворника. Он вроде и не тяжелый, но полезный. Да и по цене не сильно дорогой. Зная ход мысли этого коммерсанта, думаю, он согласится. Завтра пойду еще раз поговорю с ним. А там, может, и на водителя-погрузчика сгожусь. Я вон батину копейку, с 15 лет вожу по селу. Поэтому я уверен, что мы договоримся. С такими мыслями я не заметил, как пришел к своему жилищу. Уже вечерело. Зайдя во двор, я заметил, что у бабы Зины полная тишина, чему и обрадовался. Зайдя к себе, я приготовил себе яичницу и заварил чай. Покушав и выпив чая, я прилег на кровать и начал представлять себя в роли водителя-погрузчика на продуктовом складе. Так в мечтах я незаметно и заснул. Проснулся я от того, что меня кто-то душит. Открыв глаза, я увидел темный, вонючий силуэт, который склонился над моим телом. Это была баба Зина. Она своими костлявыми руками держала меня за шею и сжимала ее. Я начал задыхаться. Я с трудом мог немного пошевелить ими, но мои силы куда-то делись. Создавалось впечатление, что мне сделали какой-то укол, чем обездвижили меня. Хрипя, я крикнул:
Баба Зина, вы... Баба Зина, вы что делаете? Мясо. Свежее молодое мясо. Противным голосом шипела она. Баба Зина, какое нахрен мясо? Убери свои руки, блядь! Продолжил задыхаться, кричать я. Вот сейчас придушу тебя, а потом отрежу голову и похрущу твоими шейными позвоночниками. У тебя наверняка молодые и сочные хрящики. Продолжила говорить баба. Баба Зина, иди в жопу, старая развалина! Я сейчас встану и как дам тебе пинка! Продолжил я, при этом понимая, что со слабоподвижными руками и ногами я далеко не уйду. Долго тебя душить. Ты и так неподвижный. Ха, какой все-таки хороший этот укольчик. Действует на ура. Сказала бабка и швырнула ногой под мою кровать пустой пластиковый шприц. Вот тогда я догадался, почему я слабо ощущаю свои конечности. После этого бабка отпустила руки, взяла с пола тряпчаную сумку, откуда достала ножовку по металлу и сказала: Ну что, Андрюшенька, я, наверное, отрежу кусочек мяска с твоей ноги и попробую, может, ты и невкусный. После чего она начала двигать пилой в районе моей ноги. Видеть, что она делает, я не мог, по причине того, что был полностью обездвижен. Но в этот момент я ощутил внизу своего тела сильную пронзающую боль. В этот момент, видать, частично восстановилась чувствительность конечностей, и мне удалось встать с кровати и скинуть бабку. Поднявшись, я увидел, что дверь между моей и бабкиной частью дома открыта, и бабка пришла через нее. От моего пинка бабка отскочила и покатилась прямо в проем двери. Ударившись об угол двери, она потеряла сознание. В районе ступни левой ноги у меня шла кровь. Подняв ногу, я увидел неглубокую рану, но кровь продолжала идти. Я быстро снял ремень со своих штанов и перетянул ногу чуть выше ступни. Вещей у меня было немного, поэтому я быстро покидал их в сумку. Оглянувшись, я увидел, что бабка начинает шевелить ногами. Значит, приходит в себя. Убедившись, что она жива, я прямо в футболке и в трусах выскочил на улицу. Отойдя пару сотен метров от дома, я одел шорты и, хромая, пошел в сторону автобусной остановки. По дороге я набрал Колю и все рассказал. Он сказал, чтобы я немедленно ехал к нему, тем более его мать по специальности медик. На остановке я взял такси и поехал к Коле. Скажу, что было далее. Мне повезло, и ничего серьезного с ногой не произошло. Писать заявление и вообще контактировать с Дашей и тем более с бабкой я не стал. Меня взяли на работу дворником, а потом грузчиком, и через некоторое время я снял нормальное жилье и продолжал учиться. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история, на которую было потрачено вагон времени. Надеюсь на вашу поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если еще и поделитесь со своим другом, то цены вам нет. Для вас это 20 секунд потраченного времени, а для канала это как-никак продвижение. Кто же, как не вы? Всем хорошего настроения и до скорых историй. С любовью и уважением, ваш Андрей.